Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. В этом видео хочу показать, как древние цивилизации использовали эфир. Потому что в предыдущих видео мы уже показали, что хоть эфир в химии запрещен, но физики про него прекрасно знают. Это поток нейтрино, который исходит из всех светил нашей Вселенной. Соответственно, образуют миллиарды нейтрино, которые проходят через каждую сантиметр пространства, каждую секунду. Я показывал бестопливные технологии прошлого, и как это связано с человеком, ну и как это применяют и в наше время уже, понимая, что любой запрет можно обойти здравомыслием. Но как же работали древние цивилизации с этим потоком энергетическим, то есть бесконечным океаном энергии, потому что древние цивилизации были природообразные, то есть они соответствовали природе, и человека, и Вселенной. Соответственно, они знали про эти потоки, которые идут из метавселенского уровня, вселенского, галактического, солнечного, ну и вообще планетарного, потому что внутри нашей Земли такое же Солнце, которое тоже испускает поток нейтрино. Соответственно, как же работать с этим безграничным океаном энергии? Как раз в этом видео мы это покажем, расскажем, как древние использовали технологии эфира, применяя это для получения освещения, для транспортировки данных и даже транспортной системы бестопливной, когда все работало на свободной энергии, то есть было совершенно бесплатно и требовало минимальных вложений. И раз построила, но и служила тысячи лет, так как любая достаточно продвинутая технология неотличима от магии. Ну вот это и есть магия древних, а фактически просто продвинутые природообразные технологии. Потому что, ну зачем, например, строить, вкладывать огромные деньги в сетевые линии энергетические, информационные, когда они уже существуют. Это линии самого кристалла нашей Земли. То есть это силовые линии, про которые прекрасно знает современная наука. Если посмотреть эту сетку силовых линий, то мы увидим, что все великие пирамиды Гизы, например, на точке 1 находятся. Все эти сооружения в виде найденных нами объектов культовых, они почему-то вписываются в эту сетку силовых линий Земли. То есть она есть в большом формате, в более мелком формате, это называется лей-линии. И если их провести, то на ней расположены древние города, культовые объекты. То есть там располагались высокоразвитые цивилизации, современные мистические места, вроде Бермудского треугольника. И все это говорит о том, что древние просто, вместо того, чтобы строить, я повторяю, новые линии электропередач, транспортные системы, передачи информации, они просто использовали уже имеющийся, то есть суперкомпьютер, который у тебя под рукой. Это не только информация, но и безграничный океан энергии, то есть саму Землю. Вот и весь секрет. Соответственно, эти лей-линии, они есть и огромные, есть и более мелкие. То есть об этом давно было известно. На этих линиях находят и курганы, и мегалиты, священные места, как бы, и многое-многое другое, в том числе пирамиды и города древних. Зачем? Потому что когда ты вписан в эту систему, у тебя есть и бесплатная энергия, и бесплатная передача информации, то есть мировой интернет, ну и как раз линии для перемещения без топлива. Об этом прекрасно рассказывает и Виманика Шастра, потому что имея такие устройства с ртутной амальгамой в этих шариках и настраиваясь на стоячую волну, можно перемещаться в одну или другую сторону, используя не свою энергию двигателя, а энергию всей планеты. То есть дело это очень быстро. Соответственно, в наше время ученые начинают показывать, что те же пирамиды это не просто какие-то погребальные сооружения. Буквально в марте 1925 года итальянские ученые показали свои исследования, где доказали, что пирамида величайшая Гиза это не просто 136 метров высоты, но еще на глубину 648 метров располагаются вот эти волноводы, 8 штук. А внизу еще 80-метровое основание. И все это позволяет этим пирамидам не разрушаться под собственным весом. И служить именно накопителями энергии. Опять же, когда у вас энергия накоплена, ее можно передать. Вот обратите внимание на синенькую стрелочку справа и красненькую. Эта энергия накопленная от пирамиды передается в направленную антенну, сфинкс. Образуется стоячая волна. Это передача и энергии. Ну, по этой стоячей волне можно перемещаться. Как по воздуху, так по воде, так и под водой. Ну и даже под землей.
Почему нужно знать эти современные открытия? Потому что, опять же, сатанисты хотят заболтать, увести людей, обратить внимание на что-то другое. Ну и в дальнейшем рассказывать, что все эти устройства, они погребальные, культовые, там только древние люди бились головой о пол, больше ничего не делали. Нет, это все устройства для работы с энергиями Земли и космоса. То же самое мы находим в секретном деле КГБ, где немецкие и советские ученые пришли к выводу, что все эти пирамиды это устройство для работы с энергией как бы ядра и космической энергией. Потому что из космоса идет энергия сжатия, и из ядра Земли идет энергия расширения. Опять же, тут же образуется гравитация. То есть перед нами фактически схема антигравитационного двигателя. Ну, на минуточку. Зачем мы это изучаем? Опять же, слева, как утверждается, фотография пирамиды Гизы в рабочем состоянии. Справа одной из пирамид как бы в Америке. То есть здесь это названо аргон, то есть световая спираль-объединитель. Ну, стоячая волна, также известная как ци, прана, жизненная сила, эфир и так далее. А по факту, зачем нужна такая сильная стоячая волна? Все пирамиды Египта, Мексики, Китая направлены на пояс Ориона. То есть это сверхдальняя космическая связь. На минуточку. Раз сделанная, совершенно бесплатная при максимальной энергии всей Земли. Вот и весь секрет. Ну, как один из вариантов использования. Потому что, если мы посмотрим на изображение, то вверху компьютерная плата современная, а внизу комплекс пирамид в Мексике. То есть, древние используют самый большой доступный суперкомпьютер, саму Землю, которая позволяет выходить еще и в космическое пространство, как бы быть во вселенском интернете. И, опять же, получая максимальные возможные объемы энергии, чисто, бесплатно, и плюс информацию. Опять же, слева комплекс Египта, справа современная компьютерная плата. Очень похожие системы расположения, изображения. И опять же, все не просто так. То есть перед нами использование энергии суперкомпьютера, самой Земли. Об этом то же самое говорил Тесла, который еще в газете Сент-Луис Пост от 15 марта 1896 года писал, как использовать электрические силы Земли. То есть мир находится накануне поразительного открытия. Условия, в которых мы существуем, будут изменены. Телеграфным, телефонным монополиям пришел конец с крахом. Кстати, все остальные монополии, зависящие от электроэнергии любого рода, внезапно прекратят свою деятельность. Необходимо использовать электрические токи на Земле. Природа снабжает их бесплатно, затраты на электроэнергию, свет, тепло будут практически нулевыми. Но вместо этого человечество получило от сатанистов бесконечные войны, революции, а не свободную бесплатную энергию. Ну и в первую очередь ликвидация образования. Чтобы человечество не могло выйти из этой цепи постоянных войн, революций, терактов. Потому что безумие. Вот и все, которое распространяют сатанисты, контролирующие ваши счетчики, по которым вы платите за все. Хотя это можно получить бесплатно. Тепло, электричество и связь. Используя просто энергию Земли. Еще один изобретатель, который пострадал от этого. В 1919 году Альфред Хаббард создал генератор атмосферной энергии. Получил патент в 1929 году. Как же его наградили? Ну, он попал в заключение, и все это куда-то исчезло. И такое происходит со многими исследователями, которые погибают, пропадают. Их исследователи исчезают бесследно. Но, несмотря на это, как бы сила творения не угасает. И перед вами, опять же, патент уже Российской Федерации РУ-224-5606, который показывает простую атмосферную электростанцию, о которой я говорил в предыдущих видео. И что мы здесь видим? Колокольню с куполом собора. То есть, если еще ее разместить на силовых линиях Земли, то вообще будет получение максимальной энергии. То же самое мы видим, например, вот они, трансформаторы современные и трансформаторы Древней Индии и других стран. Что мы видим? Культовые сооружения почему-то очень похожи на трансформаторы энергии. Ну, из энергии, например, высокой частоты в энергии низкой для бытового использования. Для получения, например, той же самой благодати, для оздоровления человечества. Например, слева буддийские храмы. На Дальнем Востоке их еще называют пагоды, потому что, скорее всего, при помощи атмосферного эфирного электричества могли влиять и на погоду. Ну а справа трансформатор Тесла. А ученые все продолжают нас уверять, что там просто люди бились головой об пол. Ну а по факту это, скорее всего, трансформаторы для работы с энергией Земли и атмосферы. Вот и все.
То же самое мы видим на множестве культовых сооружений древности, где наверху расположены фактически фрактальные антенны нашей современности. То есть фрактальные антенны для получения максимального электрического заряда, для передачи информации, энергии. Так как базовые станции прошлого это и есть храмы. То есть пирамиды большие накопители информации, энергии, а более мелкие это как раз и есть храмы. Вот и вся суть. Почему, например, в этом французском соборе, Шартский собор XII века, пол выглядит как фрактальная антенна нашего современного мира, хотя разница 800 лет. А все потому, что как вы работаете с энергией, для чего ее используете. Для освещения, отопления, передачи информации, для получения благодати, потому что люди прошлого ходили в храмы именно для оздоровления, а не для того, чтобы просто оставить деньги и показать, что люди не дружат уже с головой. Превратились просто в удобрения для сатанистов. Соответственно, перед нами как раз путешествие в наномир, Центр Научфильм, 1994 год. И когда они использовали всю силу современной науки для получения резонанса из эфира, из наномира, то они увидели современные храмы, культовые сооружения, славянские обереги. И я вам всем рекомендую посмотреть этот фильм, он есть у меня в телеграм-канале. Там есть эти и купола храмов, маковки, соответственно, есть и коловраты, и все славянские символы, про которые прекрасно знали ученые древности, но в наше время это забыто, хотя изучение показывает, что это есть резонатор и в наномире. То есть вот откуда древние все это знали и использовали. То же самое мы смотрим в прошлое и находим подтверждение, что, например, в храме Юпитера на Капитолии было изображение Афины Паллады, принесенное по преданию Енеем из Трои в Италию. Это изображение богини освещалось лампой, которая горела непрерывно в течение года. Считалось священной, не нуждалась в никаком пополнении маслом с древних времен. В предыдущих видео уже показывал, что и Троя, и Эней это обычные славяне. И, соответственно, это славянские технологии. Плутарх, умер в 127 году нашей эры, писал о лампе, которая горела при входе в храм Юпитера Мона на протяжении нескольких веков. О таком же ярком источнике света, который горел в статуе Геры в городе Гераполис, писал греческий сатир Лукиан. Это опять же 2 век нашей эры. В своих трудах Августин, это примерно 4-5 век, описал такую же лампу, находящуюся в храме Изиды, Египет, которую не могли потушить ни вода, ни ветер. Ртуть в стеклянном сосуде, воздуха в себе не имеющая, падая мелкими каплями, без света теплоты производит. Всем знающим известно, что круглая жидкая капля после удара о твердое тело трясется, сжимается, расширяется, таким образом приводя эфир в трясущее движение, которое свет рождает. Так светится фосфор и другие ему сродные материалы без жару сияющие. Михаил Ломоносов, как раз первого дня 1756 года написано «Слово происхождение света», новую теорию о цветах, представляющую в публичном собрании. Как раз опять же работа Ломоносова, об этом говорят то же самое. Карта 1730 года, 44 серебряные лампы, которые светят днем и ночью. Короли императоры видели это. Опять же, кафедральный собор Фрайбурга, Германия, за столетие до появления электрической лампочки было изготовлено для освещения 1000 специальных ламп, которые не гаснут даже при ветре. Освещение было заметно не только во Фрайбурге, но и окрестностях. 1770 год. То есть, опять же, церкви почему-то, опять же, в первую очередь освещались для всех событий. Но суть в том, что древнейшая технология позволяет использовать эти церкви как и для создания защитного купола. Опять же, этот защитный купол позволяет вам защищать города от тех же ядерных ударов, от всякого негатива, тех же вирусов, бактерий. Колокольный звон тоже от этого очищает. И осваивать новые планеты, миры, в том числе подводные, где нет условий для вашего существования, но создавая энергетический защитный купол, вы можете существовать и под водой, и на других планетах. То есть это технология освоения Вселенной, заселения других миров. Вот почему и нам она сегодня неизвестна, потому что опять же она позволяет зачищать город от любых ударов, в том числе энергетического оружия, и осваивать новые территории и планеты. Ладно, эти все культовые сооружения расположены были
там, где мощная энергия. Но ведь жить же человеку там, где мощной энергии нельзя. Нельзя. Как он ее получал? Через приемные антенны. Перед вами дом клубом с вышкой. То есть вот в таких вот домах и жили древние русские варвары деревянных. А он имеет 7 этажей. И наверху эта вышка приемная для приема, опять же, атмосферного электричества от храмов, соборов. И той же информации, как я показывал в предыдущих видео. Первый этаж не может быть жилой, и выше 5-го этажа нельзя строить жилые зоны из-за основ энергии Земли. И здесь то же самое. 2-й, 3-й, 4-й этаж жилой, а все остальное это технические постройки, которые используются в том числе для приема передачи энергии. То же самое мы видим в рекламном каталоге 1911 года. То есть какие-то осветительные приборы, но нет кабелей. Опять же, они пишут здесь про то, что используется оловянно-ртутная амальгама, которую прекрасно использовали в христианских церквях для извлечения энергии Юпитера, для свечения. То есть исследователи утверждают, что вот эти противовесы, эфирные конденсаторы с ртутной амальгамой только в малом масштабе. При приближении газоразрядной лампы к нему она начинала давать свет. Так, и это, как говорится, еще 100 лет тому назад. То есть вот они, светильники с конденсаторами на основе оловянной амальгамы, про которые и знали священники, те, кто несут свет. Почему ртуть в наше время запрещена? Вот есть живописец Мясоедов. Его работа «Поздравление молодых в доме помещика», 1913 год. Он обращает внимание, что очень хорошо написана лампа. Сами стеклянная колба и диск очень качественно написаны. На них нет никакого нагара. То есть обращается внимание, что проволока уходит в стеклянную колбу. Ведь на газовой или масляной лампе эта проволока попросту не нужна. Теперь сравниваем эту лампу с одним из патентов Николы Теслы. А именно патент на индукционную лампу. То есть когда цепь разорвана, свечения нет. Только соединили, появилось свечение. Опять же, все это работает в том числе через ртутную амальгаму, здесь присутствующую. Это утверждают исследователи, но не стоит забывать, что еще недавно вы тоже смеялись над сказками, где люди разговаривают с зеркалами, катилось яблочко по экрану, а сегодня вы все с этими яблочками ходите, разговариваете и не считаете это чем-то чудесным. Хотя еще недавно ведь это все было известно в русских сказках. Потому что именно через эти волшебные зеркала было подключение к галактическому интернету, к интернету Земли. И, соответственно, люди получали передачу не только энергии, но и информации. Но случилось, что один из киевских князей отправился на войну с язычниками, долгое время пребывал в отсутствии. Жена его обыкновенно ежедневно смотрела в это зеркало, желая знать, что он делает и как поживает ее господин. Но однажды, увидев, между прочим, что он находится в любовных отношениях к пленной язычнице, она в гневе разбила зеркало. Господа знатоки, адепты современной науки, какое зеркало было у жены князя? Пожалуйста, разъясните. Потому что перед нами интернет земной 1000 лет назад. Зеркало Ята но Кагами, большое зеркало или зеркало Мафуцу. Одно из 3 божественных сокровищ императора Японии. В нем император мог видеть все, что происходит в его государстве. Зеркало на минуточку чуть ли не 1000 лет. Господа знатоки, адепты современных школьных программ, как же они смогли это сделать 1000 лет назад? Перед вами зеркала, которые находят в первую очередь на Дальнем Востоке. Они имеют называются волшебными зеркалами, потому что дают вот такое вот изображение. То есть голограмму. Откуда они знали вот эти голографические технологии 1000 лет назад? То есть, соответственно, да, базовые станции церкви сегодня не работают, поэтому нет передачи этой информации, работы самих зеркал. Но факт остается фактом. То же самое в 1636 году никому неизвестный автор Швентер написал работу об исследованиях принципа электрического телеграфа и возможности коммуникации 2 людей между собой посредством магнитного луча. 17 век. Какой электрический телеграф, магнитный луч-то? Можете объяснить? Знатоки школьной программы. Киев, 1584 год. Грудний век. Посетил и пишет. Над большими церковными дверями помещен был большой зеленый камень, подобно зеркалу. Про него в народе есть дивная легенда, а именно, что в этом зеркале видно то,
что считалось тайным, и про это рассказывают разные истории. 1594 год, Лесото. В одной из плит, находящейся прямо против главного алтаря, есть круглое отверстие, около поллоктя в диаметре, теперь наполнено известью. Говорят, что помещалось в нем зеркало, в котором посредством колдовства можно было видеть все, что задумаешь, даже на расстоянии несколько сотен миль. То есть базовые станции прошлого, которые построены без нарушений конов мироздания, они являются накопителями энергии, передачей энергии, информации, и в том числе для оздоровления тех, кто ходит в эти храмы и соборы. Вот их суть. Потому что люди получали так называемую благодать, энергию оздоровления. Есть еще, опять же, исследования авторов, которые говорят, что те же органы, они тоже не просто так. Вот перед вами эти гравюры, которые говорят, что эти же органы могли открывать порталы в другие миры. Ну, либо обеспечивать связь с другими мирами. Потому что, вот видите, справа орган, его настройка, разные частоты дают настройки на разные миры. Показываются разные картинки, разные гармонии. То есть, это порталы в другие миры или изображения. Ну, оставьте ваше мнение в комментариях. Ну, хотелось бы напомнить, что повторение мать учения. И все ссылки на использованные материалы есть в описании под видео, плюс интернет вам в помощь, плюс просьба не превращаться в четвертую обезьяну нашего времени, которая ничего не видит, ничего не слышит, ничего не говорит, а делиться этой информацией в социальных сетях, писать комментарии, оставлять лайки, потому что это поможет распространению информации. Подписывайтесь на канал. Ну, в конечных заставках намного больше информации на данную тематику, да и на самом канале сотни видео, которые показывают наше настоящее прошлое и какие технологии в том числе применяли древние. Переходите, смотрите, подписывайтесь на канал. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.